Летнее солнце стояло в самом зените, превращая зеркальную гладь огромного озера в ослепительное полотно. Легкий ветерок приносил прохладу, смешанную с ароматом цветущих лугов и сочной прибрежной зелени. Это был идеальный день для отдыха, и компания близких друзей решила провести его на воде. Небольшой моторный катер плавно скользил по глубоким водам, оставляя за собой пенистый след. Смех, разговоры, музыка и безмятежная атмосфера – ничто не предвещало, что этот день превратится в настоящую, изнурительную борьбу за чужую жизнь. Друзья знали друг друга с детства, часто путешествовали вместе и всегда ценили эти редкие моменты, когда можно было вырваться из душных офисов мегаполиса на природу. На борту царило легкое оживление. Кто-то лениво подставлял лицо солнечным лучам, кто-то увлеченно спорил о планах на вечер, а капитан маленького судна уверенно держал руку на штурвале, ведя катер вдоль живописных скалистых берегов. Озеро казалось бесконечным, а его глубина в этих местах достигала нескольких десятков метров, маня своей прохладной и таинственной темнотой. Внезапно один из парней на борту прищурился, вглядываясь в ослепляющую солнечную даль. Среди бесконечной водной глади, далеко от берега, едва заметно колыхалось что-то странное и совершенно чуждое этому пейзажу. Сначала всем показалось, что это просто плывущее бревно, оторвавшийся буй или застрявший в воде крупный мусор, принесенный недавним паводком. Но объект двигался, причем с явным титаническим усилием, то появляясь, то исчезая среди небольших волн. Катер сбросил скорость. По мере приближения удивление на лицах молодых людей сменилось полным шоком, а затем и глухим оцепенением. Из воды торчала массивная, покрытая каплями влаги голова, самой настоящей домашней коровы. Она находилась на самой глубине озера, посреди бескрайней толщи воды, в километрах от ближайшей суши, где не было ни единого шанса нащупать дно хотя бы кончиками копыт. Бедное животное плыло, отчаянно закидывая голову назад, чтобы удержать ноздри и рот над роковой поверхностью. В ее широко раскрытых, налитых кровью глазах застыл первородный, леденящий душу ужас перед неминуемой гибелью. Она была полностью истощена. Было очевидно, что корова находится в воде уже очень долго, возможно, долгие часы. Ее мышцы сводило судорогой, силы таяли с каждой секундой, и она медленно, но верно уходила на дно, теряя способность бороться. «О боже, она же тонет! Она едва держится!» — воскликнула одна из девушек, хватаясь за поручни катера и в ужасе глядя на животное. «Откуда она вообще здесь взялась? До берега же целая вечность пути!» — растерянно спросил другой парень, пытаясь осознать сюрреалистичность происходящего. Ребята перевели взгляд на далекий противоположный берег. Там, у самой кромки густого леса, едва заметными точками виднелось стадо других коров. По всей видимости, эта бедняга отбилась от остальных, случайно сорвалась с крутого обрыва или решила переплыть кажущийся безопасным речной залив. Но суровое, невидимое глазу озерное течение обмануло ее, утянув на самую середину глубокого водоема. Ее соплеменники испуганно топтались на суше, изредка доносящееся мычание казалось приглушенным плачем по погибающей подруге. Но они, разумеется, ничем не могли ей помочь. Никто на катере не колебался ни секунды. Праздное настроение испарилось в мгновение ока, уступив место предельной концентрации. Решение пришло мгновенно, без лишних слов и долгих обсуждений. Нужно спасать. Оставить живое существо умирать в этой бездне было просто невозможно. Катер осторожно, стараясь не напугать, и без того бьющееся в панике животное оглушительным шумом мотора, подошел ближе, маневрируя против ветра. Корова тяжело и прерывисто дышала, из ее пасти вырывалась белая пена, замешанная на озерной воде, а уши беспомощно повисли. Было видно, что ее тело сковала смертельная, парализующая усталость. И она держится на плаву исключительно благодаря первобытному инстинкту самосохранения, который уже работал на пределе своих возможностей. «Спокойно, маленькая, спокойно»,
Ты справишься, мы здесь». Ласково и тихо заговаривали с ней ребята, протягивая руки с невысокого борта, пытаясь хотя бы звуком своего голоса подарить ей надежду. Первой задачей было зафиксировать животное, чтобы оно в приступе паники не ушло под воду прямо у них на глазах. Парни быстро обыскали рундуки катера и отыскали прочный толстый буксировочный канат. Однако сделать петлю и набросить ее на шею плывущей, постоянно двигающейся корове оказалось сложнейшей задачей. Катер покачивался на волнах, создавая опасную амплитуду. А корова, пугаясь приближения громоздкого судна, пыталась отпрянуть в сторону, теряя последние остатки драгоценных, жизненно важных сил. После нескольких напряженных, полных мата и криков попыток, ребятам все же удалось накинуть веревку на шею животного. Однако радость была недолгой. Возникла новая, куда более страшная проблема, которую городские жители не смогли предусмотреть сразу. Когда катер попытался осторожно, на самом минимальном ходу двинуться в сторону берега, увлекая животное за собой, физика взяла свое. Тяжелое натяжение каната начало неумолимо утягивать голову коровы вниз, под воду. Вода моментально стала заливаться ей в ноздри. Она начала шумно захлебываться, кашлять и в панике хаотично бить копытами, уходя под воду целиком. «Стой! Тормози! Глуши мотор!» – закричал парень, из последних сил удерживающий канат руками, который резала жесткая веревка. «Так мы ее только утопим. Веревка утягивает ее под воду, она не может плыть против хода катера. Она слишком слаба, она больше не может держать голову сама. Ее шея просто отнимается», – отозвалась девушка, на глазах которой заблестели слезы бессилия. Ситуация становилась критической. Продвигаться вперед с помощью буксировки было невозможно. Это убивало корову. Оставаться на месте означало просто продлевать ее агонию и наблюдать, как она медленно тонет от изнеможения. Каждое микродвижение давалось животному с колоссальным трудом. Ее нос все чаще и дольше скрывался под темными волнами. Время шло на секунды, и воздух вокруг казался наэлектризованным от напряжения. Тогда молодые люди поняли, что действовать нужно радикально, забыв о собственном комфорте, сухой одежде и даже элементарной безопасности. Одна из девушек, проявив невероятное мужество, мгновенно сбросила обувь и прыгнула прямо в глубокую прохладную воду озера. Следом за ней, не сговариваясь, в воду спустились и мужчины. Оказавшись в воде рядом с огромным испуганным животным, весившим несколько центнеров, они подвергали себя огромному риску. В приступе паники корова могла легко покалечить своих спасителей, переломать им кости мощными ударами копыт или просто утянуть за собой на глубину. Но страха в этот момент не существовало. Было лишь непреодолимое, чистое желание спасти эту живую душу, которая так отчаянно цеплялась за этот мир. Девушка подплыла к корове сбоку и осторожно, но крепко обхватила ее за шею, изо всех сил приподнимая тяжелую голову над безжалостной поверхностью воды. Она подставила свое собственное плечо и руки, служа для обессилевшего животного живым, мышечным спасательным кругом. Мужчины окружили корову с других сторон, поддерживая ее огромное раздувшееся тело снизу и под бока, помогая ему оставаться на плаву и бережно задавая вектор движения в сторону далекой суши. «Держись, хорошая, мы с тобой, еще немножко, плыви», – непрерывно шептала девушка ей прямо в мокрое ухо, чувствуя, как крупно и судорожно дрожит от холода и адской усталости кожа животного. И произошло нечто удивительное, что поразило всех участников спасения. Корова, кажется, все поняла. Словно какой-то древний межвидовой барьер рухнул в этот миг. В ее огромных глазах дикий, безумный ужас сменился каким-то покорным, глубоким и мудрым доверием. Она полностью перестала хаотично биться в воде, расслабила мышцы и целиком доверилась людям, позволяя им управлять своим телом. Эта необычная, трогательная процессия, катер, медленно, едва слышно идущий на самом малом ходу, и люди, плывущие в обнимку с коровой и держащие ее голову над водой, шаг за шагом продвигалась к берегу.
Расстояние, которое в обычных условиях заняло бы пару минут, сейчас казалось бесконечным марафоном. Вода казалась тяжелой, словно свинец. Руки спасителей затекали до судорог. Дыхание сбивалось, легкие горели от усталости. Но никто из них даже не подумал ослабить хватку. Они плыли как единый организм, связанный одной целью. И вот, наконец, природа сжалилась над ними. Озерная глубина начала постепенно уменьшаться. Под ногами людей, уставших бороться с бездной, показалось скользкое и илистое дно. Вода доходила уже до груди, затем до пояса. Дышать стало значительно легче. Корова тоже почувствовала, что ее копыта наконец-то коснулись твердой земли. Но радость едва не обернулась новой бедой. Ее ноги, затекшие, онемевшие от холода и полностью лишенные сил за часы непрерывного плавания, подкосились. Она глухо замычала и снова начала валиться на бок, едва не рухнув в воду головой. Мужчины, твердо вставшие на мелководье, мгновенно подхватили ее под узцы, за туловище и за канат. Собрав последние силы, они буквально поволокли ее на себе, помогая делать первые, самые тяжелые шаги по каменистому дну речного залива. Девушка, мокрая с головы до ног, с прилипшими к лицу волосами, шла рядом, придерживая животное за спину и направляя его вперед. «Давай, родная, еще чуть-чуть, ты сможешь. Ты дома, ты в безопасности, земля под ногами». Сквозь слезы и тяжелую одышку подбадривали ее ребята. Корова, шатаясь из стороны в сторону, словно пьяная, преодолевая земное притяжение, сделала несколько тяжелых вязких шагов и окончательно выбралась на пологий, покрытый мягкой травой берег. Из ее легких с глубоким хрипом и свистом вырывался горячий воздух, а озерная вода ручьями стекала с ее рыжего бока, пропитывая сухую землю. Она остановилась у самой кромки пастбища, тяжело опустив голову к траве, и в течение нескольких минут просто стояла неподвижно. Она пыталась осознать, что кошмар закончился, бездна отступила, а под копытами снова твердая, теплая и надежная суша. Ребята выбрались вслед за ней и просто повалились на траву прямо в мокрой одежде. Они стояли и лежали рядом, тяжело дыша, дрожа от перенесенного адреналинового шока. Уставшие до изнеможения, промокшие до нитки, но испытывающие внутри невероятное, ни с чем не сравнимое, всеобъемлющее счастье. Это было чувство абсолютной победы жизни над смертью. Прошло еще немного времени, прежде чем корова пришла в себя. Ее стадо, заметив возвращение блудной подруги, медленно приближалось, тихо мыча. Корова сделала шаг вперед, но перед тем, как окончательно уйти к своим соплеменникам, она остановилась. Животное медленно, с заметным усилием повернуло свою массивную голову назад, в сторону своих спасителей. Она посмотрела прямо на ребят своими огромными, глубокими, влажными глазами, в которых отражалось то самое мирное летнее солнце. В этом долгом, пронзительном взгляде не было больше той паники и боли. В нем читалась чистая, искренняя, почти человеческая благодарность. Она словно беззвучно, но так отчетливо сказала им свое животное спасибо за возвращенную жизнь, за то, что не прошли мимо. После этого она медленно, все еще немного покачиваясь, побрела в сторону зеленого поля, возвращаясь к своей привычной, мирной и безмятежной жизни. Этот день друзья не забудут никогда. Они отправлялись на обычную прогулку, желая просто развлечься. Но судьба подарила им шанс проявить свои лучшие качества. Они не просто спасли тонущую корову. Они спасли собственную веру в то, что сострадание, взаимовыручка и готовность рисковать собой ради слабого – это самые главные ценности, которые делают нас людьми в этом огромном и порой жестоком мире. Сидя на берегу и провожая взглядом уходящее стадо, они улыбались друг другу, понимая, что этот день связал их дружбу еще более крепкими, невидимыми узами.